Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Дамы и господа, начинается торжественная церемония вручения золотых медалей «Герой труда Российской Федерации» и государственных премий Российской Федерации. В зал приглашаются герои труда Российской Федерации. Диков Юрий Николаевич. Зацепин Александр Сергеевич. Зенцов Вячеслав Николаевич. Кастуев Султангирей Закреевич. Проханов Александр Андреевич. Якуненко Нелля Николаевна. Лауреаты государственных премий Российской Федерации. Кузнецов Николай Владимирович. Макаров Николай Андреевич. Никитин Максим Петрович. Поляков Юрий Михайлович. Пуртова Тамара Валентиновна. Шалашов Алексей Алексеевич. Чайковский Александр Владимирович. Чубарьян Александр Аганович. Карпович Наталья Николаевна. Столяренко Георгий Евгеньевич. Выступление президента Российской Федерации. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, сегодня День России, День нашей Родины.
Это великое слово, это понятие вызывает в нас самые глубокие и сокровенные чувства, отзывается теплотой и любовью в наших сердцах, вдохновляет на высокие поступки и достижения, на созидание и победы. От всей души поздравляю вас с праздником, который символизирует мощный, непрерывный, более чем тысячелетний путь государства российского. Его историю и культуру, уникальное природное богатство, разнообразие и самобытность регионов нашей страны знаменуют общую судьбу нашего многонационального народа, заслуги перед Отечеством всех поколений, их верность традициям сплоченности в трудовых и ратных свершениях. Такая цельность восприятия России – наше общее, важнейшее достижение, а заботливое, сыновье отношение, искренняя преданность Родине укрепляет ее силу, независимость и суверенитет. Важно, что сегодня, когда мы отмечаем этот праздник и в то же время отвечаем на сложные вызовы, защищаем правду и справедливость, отстаиваем наши традиционные ценности, мы думаем о будущем. Уверенно ставим перед собой масштабные цели развития, идем вперед и шаг за шагом достигаем новых высот. Наращиваем индустриальную, технологическую и научную мощь России. Отмечу в этой связи, что фундаментальные исследования софинансируют наряду с государством и наши ведущие компании, в том числе в рамках нового ежегодного конкурса грантов имени великого сына Отечества, мыслителя и подвижника, академика Велихова. Пользуясь случаем, хочу пожелать успехов первым победителям этого конкурса. Дорогие друзья, наша церемония по традиции проходит торжественно, с огромным уважением ко всем награжденным. Своим трудом, знаниями, талантом, душевной щедростью вы утверждаете значимость образования, культуры, просвещения, научного и творческого поиска. Ваши блестящие достижения принесли огромную пользу Отечеству. Сердечно поздравляю вас. И сначала, как и принято в таких случаях, назову тех, кто удостоен звания Героя труда. Укреплению ядерного щита нашей страны посвятил свою жизнь физик Юрий Николаевич Диков. Он трудится в Снежинском ядерном центре уже 65 лет. Под его руководством разработано множество образцов техники, имеющие исключительное значение для обеспечения безопасности страны. Такой же плодотворный путь прошел и выдающийся композитор и аранжировщик Александр Сергеевич Зацепин. Невозможно представить наш кинематограф, многие любимые фильмы без музыки этого замечательного автора. Его легендарные песни и сегодня звучат современно, их поют люди разных поколений, а маэстро продолжает дарить нам прекрасные мелодии. Более полувека на Тверском вагоностроительном заводе трудится слесарь-электромонтажник Вячеслав Николаевич Зенцов. Настоящий мастер своего дела, он всегда на самых ответственных участках. Его авторитет непререкаем, в том числе у молодежи. Он передал свои знания и навыки десяткам учеников. Примером для своих коллег является и тракторист из Ингушетии Султангерей Закриевич Костоев. Благодаря его трудолюбию, организаторским способностям удалось внедрить множество эффективных практик и существенно увеличить сбор урожая. В числе героев труда писатель, главный редактор газеты «Завтра» Александр Андреевич Проханов. Его книги, статьи, публичные выступления всегда пронизаны заботой о Родине, стремлением объединить общество вокруг ценностей патриотизма. Звание Героя труда России удостоена Неллия Николаевна Якуненко, главврач легендарной больницы города Горловки. Долгое время она работала в условиях блокады и непрекращающихся обстрелов Донбасса. Стала символом спасения, милосердия, надежды для тысяч людей. Профессионализм, стойкость и человечность Неллии Николаевны вызывают огромное уважение. Дорогие друзья, для развития нашей страны одинаково важен вклад
как ученых, решающих задачи научного и технологического лидерства, так и мыслителей, подвижников, творцов, которые раскрывают нашу культурную самобытность, сберегают историческую память, нашу идентичность и ценностный суверенитет. Лауреатом государственной премии в области науки и технологий стал основатель нового научного направления, один из самых высокоцитируемых ученых в области прикладной математики Николай Владимирович Кузнецов. Его теория скрытых колебаний позволила продвинуться в решении ряда фундаментальных задач. Она востребована в деле предотвращения техногенных катастроф, повышения надежности буровых установок и паровых турбин. Нашла широкое применение и на оборонных производствах. Звание лауреата удостоен Николай Андреевич Макаров, который внес огромный вклад в изучение исторических процессов становления российского государства. Его археологические работы по исследованию русского севера, Суздальской земли и Московского Кремля убедительно демонстрируют цивилизационное своеобразие древнерусской культуры, утверждают ее выдающееся место в мировой истории. Рад представить одного из самых молодых лауреатов государственной премии Максима Петровича Никитина. Благодаря таланту и научной смелости он совершил настоящий прорыв в мире биологии. Открыл ранее неизвестный механизм хранения информации в ДНК, что может стать ключом к познанию причин, а значит и предотвращению сложнейших заболеваний. Государственные премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности удостоен академик Российской академии наук Александр Аганович Чубарьян. Крупнейший специалист по истории международных отношений, он очень много сделал для укрепления сотрудничества и контактов между учеными разных стран. Свой труд Александр Аганович называет очень точно «научная дипломатия». И здесь особого уважения заслуживает его многолетняя научная, общественная и просветительская работа по консолидации исторических школ стран Содружества независимых государств. Многогранная деятельность академика Чубарьяна, в том числе участие в создании единого школьника учебника по истории, это образец труда ученого, как служение человечеству во имя просвещения ради поиска истины. Дорогие друзья, с удовольствием представляю лауреатов Государственной премии в области литературы и искусства. Произведения Юрия Михайловича Полякова переведены на многие языки мира и включены в образовательные программы. Человек активной гражданской позиции, член правления Союза писателей России, он входит в число самых известных литераторов нашей страны. Вклад высшей пробы в сбережение национального наследия внесла директор Государственного дома народного творчества имени Поленова Тамара Валентиновна Пуртова. Во многом благодаря ее работе наше традиционное искусство возрождается, развивается, обретает достойное место в жизни российского общества. А Дом народного творчества стал настоящим флагманом популяризации фольклора и этнографии. Государственные премии удостоены руководители Московской государственной академической филармонии. Ее генеральный директор Алексей Алексеевич Шалашов несколько лет назад создал на юго-западе Москвы новый замечательный концертный комплекс мирового уровня. Его же заслуга, общая мечта и результат совместной, неустанной работы с художественным руководителем Московской филармонии Александром Владимировичем Чайковским – это создание Российского национального молодежного симфонического оркестра. Здесь уже открыто настоящее созвездие талантов в области классической музыки. Александр Владимирович Чайковский возглавляет Союз композиторов России. Успешно сочетает плодотворную творческую и педагогическую деятельность. Жизнь и судьба каждого героя труда и лауреата государственной премии – это пример того, как стать достойными и востребованными людьми, как заслужить уважение в обществе, а нередко и восхищение своим великодушием, бескорыстием и милосердием. Премии в области благотворительной деятельности удостоен Георгий Евгеньевич Столяренко. Известный врач, он разработал приборы для эффективного лечения патологии сетчатки глаза. В течение многих лет поддерживает своих донецких коллег.
на собственные средства дооснастил травматологический центр в Донецкой Народной Республике, а в своей московской клинике проводит бесплатные операции детям Донбасса и участникам специальной военной операции. Не раз, руководствуясь своими профессиональными и человеческими качествами, своим долгом помогал сохранить зрение тем, кто пострадал в результате террористических актов. Лауреатом премии в области правозащитной деятельности стала Наталья Николаевна Карпович, руководитель объединения многодетных семей Москвы. Защита интересов семьи и детей – смысл жизни Натальи Николаевны. В период своей депутатской работы она инициировала немало законотворческих предложений в этой сфере, которые были приняты и уже действуют. Вот недавно мы чествовали многодетные семьи, вручали женщинам почетные звания «Мать-героиня», и меня многие благодарили за то, что это звание было возрождено в России. И я всем говорил: хорошо, спасибо большое. Но это именно Наталья Николаевна была инициатором возрождения этого звания «Мать-героиня». Это ее заслуга. Помню, как 3 года назад она высказала эту идею на заседании Государственного совета. Спасибо вам за настойчивость и умение добиваться поставленных целей ради людей и их благополучия. Дорогие друзья, каждый из вас – это масштабная, одаренная, уникальная личность. Каждый достиг вершин в своей профессии, в призвании, в реализации таланта и способностей. Но для всех вас объединяет стремление работать с полной отдачей, добиваться пользы для людей и нашего Отечества. Сердечно поздравляю вас и благодарю за служение России. Спасибо большое. Указом президента Российской Федерации за особые трудовые заслуги перед государством и народом звание Героя труда Российской Федерации присвоено Дикову Юрию Николаевичу, заместителю научного руководителя Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Забабахина, Челябинская область. Уважаемый Владимир Владимирович, вам досталась страна в очень трудное время. Вы смогли оттащить ее буквально от края пропасти и поставить на путь развития. Сейчас враги снова собираются в стаю, надеясь на легкую добычу. И я думаю, что они, как не получилось у Наполеона, не получилось у Гитлера, не получится и у современных шакалов из НАТО. Российские атомщики в моем лице в данный момент благодарят вас за оказанное доверие, а мы не можем вас уверить, что не подведем. И вся эта свора обломает зубы об наш ядерный щит. Спасибо. Зацепину Александру Сергеевичу, народному артисту Российской Федерации, композитору, председателю экспертного совета Фонда поддержки культуры и искусства Екатерининский, город Москва. Дорогой Владимир Владимирович, мне очень приятно, я счастлив получить из ваших рук такую высокую награду. Я надеюсь, что я еще напишу в следующем году
ряд произведений, которые публика увидит в моем будущем театре, которого, правда, пока еще нет. За прошлый год я сделал 4 мюзикла. Балет прекрасный «Турандот», который сейчас ставится в Большом театре. Ну, я вас приглашаю на мой юбилей 100-летний в Кремле на следующий 10 марта. Вот. Спасибо вам большое за ваш тяжелый труд. Вы не забываете, в военное время вы не забываете о людях, не забываете и даже о культуре. Так сказать, спасибо огромное. Зенцову Вячеславу Николаевичу, слесарю-электромонтажнику Тверского вагоностроительного завода. Уважаемый Владимир Владимирович, благодарю вас за высокую награду. Считаю, что это не только моя награда, но и большого коллектива Тверского вагоностроительного завода. Большое вам спасибо. Костоеву Султангирею Закреевичу, трактористу, управляющему отделением предприятия «Зори Кавказа», Республика Ингушетия. Проханову Александру Андреевичу, писателю, главному редактору редакции газеты еженедельника «Завтра», член управления Союза писателей России, город Москва. Сегодня государство наше восходит от великих потрясений к своему величию. Это восхождение проходит в великих напряжениях, в слезах, оно омыто кровью, оно наполнено великими озарениями, великими свершениями. Мы движемся к нашей мечте о благом, справедливом, божественном, прекрасном государстве, в котором всем бы нашим народам, нашим согражданам было бы чудесно и прекрасно. Достижение этой мечты требует гигантских трудов. И сегодня в этих трудах находится вся Россия, в этих священных трудах. Трудятся воины в окопах Донбасса, трудятся рабочие на оборонных заводах в 3 смены, создавая лучшие в мире танки, самолеты. Трудятся монахи в монастырях денно и ночно, молясь у алтарей за бережение нашей Родины. Трудится президент, трудится вы, Владимир Владимирович. И все эти труды вместе взятые, соединенные в один огненный фокус, позволят нам приблизиться к нашей мечте, создать наше божественное, бессмертное русское государство. Спасибо. Якуненко Нелли Николаевне, главному врачу городской больницы номер 2 города Горловки, Донецкая Народная Республика. Уважаемый Владимир Владимирович, большое вам спасибо за такую награду, высшую награду и оценку моего труда. Но это не только оценка моего труда и награда, это всего коллектива моей городской больницы номер 2, которые работают в зоне СВО почти 3 года, не покидая стен больницы. И всех медицинских работников Донецкой Народной Республики. Владимир Владимирович, мы сделали свой выбор. Вы наш президент. С вами мы уверенно идем в победе. Служу России. Указом президента Российской Федерации
Государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий 2024 года за создание и развитие нового научного направления теории скрытых колебаний присуждена Кузнецову Николаю Владимировичу, члену-корреспонденту Российской академии наук, профессору, заведующему кафедрой Санкт-Петербургского государственного университета. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, для меня огромная честь получить высшую государственную научную награду за 2024 год, год 300-летия со дня основания в России Академии наук и Первого университета. Я хочу выразить искреннюю признательность тем, кто помогал мне на научном пути. Это мои родители, ученые-преподаватели, это учителя президентского физико-математического лицея номер 239, это преподаватели моей альма-матер Санкт-Петербургского государственного университета и коллеги-ученые Российской академии наук. Огромный вклад в сегодняшний успех внесли традиции ведущей научной школы Российской Федерации, которой руководил мой научный руководитель и соавтор, лауреат Государственной премии СССР Геннадий Алексеевич Леонов. Эту награду я разделяю с ним, с коллегами и с учениками нашей научной школы, руководство которой перешло по эстафете ко мне. Свою первую научную работу я написал, будучи студентом, когда вы, Владимир Владимирович, только начали руководить нашей страной, и сегодня вы вручаете мне высшую научную награду. И я хочу поблагодарить вас за государственную поддержку, за последовательность по созданию условий для плодотворной научной работы в нашей стране в течение этих лет. Служу России и российской науке. Спасибо. За большой вклад в археологическое изучение становления российского государства и ранней истории Руси Государственная премия Российской Федерации присуждена Макарову Николаю Андреевичу, академику Российской академии наук, директору Института археологии Российской академии наук. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники высокой церемонии, огромная благодарность за эту высокую награду, которая, конечно, адресована всему нашему небольшому археологическому цеху, Институту археологии Российской академии наук, и отдельная благодарность за возможность вести раскопки в Московском Кремле. В этот день мы вспоминаем наших учителей. Я вспоминаю академика Валентина Лаврентьевича Янина, руководителя новгородских раскопок, который пристрастил к археологии, к этой редкой, странной профессии многих людей разных поколений, показал, как много нового мы можем узнать о нашем прошлом, достоверного знания, обращаясь к раскопкам. Археология занимается изучением разных эпох и культур, но Древняя Русь, конечно, центральная тема в наших исследованиях, и на материалах конкретных памятников мы открываем начало русской истории как созидательный процесс, как процесс освоения русским народом огромных пространств, строительства городов, создания новой, яркой, самобытной культуры. Все это дано нам в конкретных материалах, и вот все это начало Руси, во многом оно открывается, конечно, по материальным памятникам. И, конечно, это наследие требует не только изучения, оно требует и защиты, и мы немало сделали, защищая археологические ландшафты, археологические памятники, благодаря вашей поддержке, Владимир Владимирович. Мы хотим, чтобы у нас было еще больше экспозиций археологических парков, и мы рассчитываем на вашу поддержку. Присутствие подлинных памятников древности делает сегодня наше общество сильнее. Мы видим, что это было общество, которое всегда было готово себя защитить и умело ответить на внешние вызовы. С Днем России! За открытие фундаментального механизма хранения и передачи информации в низкоафинных взаимодействиях ДНК-РНК
Государственная премия Российской Федерации присуждена Никитину Максиму Петровичу, доктору физико-математических наук, ведущему научному сотруднику, заведующему лабораторией Московского физико-технического института, научному руководителю направления нано-биомедицины научного центра университета «Сириус». Уважаемый Владимир Владимирович, хотел бы поблагодарить вас и Совет по науке и образованию за столь высокую награду. Для меня это огромная честь. Также хотел бы произнести слова благодарности своим родителям, жене, всем своим учителям, коллегам, друзьям, которые верили в меня и поддерживали все эти годы. Знаете, принято считать, что ученые — это такие люди, которые сидят у себя в лаборатории и долго копаются с утра до ночи в пробирках, в формулах. Но мы живые люди, и нам нужно вдохновение. Поэтому для меня работать и заниматься наукой в России — великое счастье. С ее богатейшей культурой я черпаю вдохновение из музыки Чайковского и Рахманинова, Александра Сергеевича Зацепина, энергию в поэзии Высоцкого, остроту мысли у Жванецкого. А в те моменты, когда вроде от неудачи опускаются руки, задуматься и поверить в свои силы помогают монументы в Утечиче и Великий русский театр. В своей работе мне удалось пересмотреть то, как мы относимся к взаимодействию между молекулами. И я показал, что самые слабые взаимодействия между молекулами позволяют хранить сложнейшую информацию. И точно так же наша культура множеством разных воздействий на нас в течение всей жизни формирует удивительную способность человека. Способность искренне получать удовольствие от творчества и исследований. Вручение данной награды еще такому относительно молодому ученому, как я, уверен, послужит существенной мотивацией для всех молодых ученых нашей большой Родины. И природа, она действительно таит в себе еще очень много неизведанного. Я уверен, что яркие новые научные открытия по плечу даже небольшим коллективам с еще пока там небольшими ресурсами. И знаете, как наша страна, в том числе благодаря вашим усилиям, Владимир Владимирович, как звучит в нашем гимне, действительно открывает широкий простор для мечты и для мысли. Тот, кто хочет достичь высокого научного результата, всегда может это сделать. Главное не бояться трудностей, много работать и придумывать красивые научные решения. И тогда таких людей в нашей стране обязательно поддержат. Спасибо вам большое за это. Спасибо. Указом президента Российской Федерации Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства 2024 года за вклад в развитие отечественной литературы присуждена Полякову Юрию Михайловичу, писателю, драматургу. Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие коллеги, сподвижники, прежде всего хочу выразить искреннюю благодарность за присуждение мне государственной премии, которая мне, русскому писателю, дороже и милее любой Нобелевки, давно уже дискредитировавшей себя. В нашем Отечестве литература испокон была властительницей дум и оказывала огромное влияние на общество. И была верной, хотя и своенравной, сподвижницей государства российского. К сожалению, в 90-е годы законное стремление к свободе творчества было противопоставлено просветительской и воспитательной функции литературы. Произошло дробление единого профессионального союза писателей на организации, и те, даже используя финансовую поддержку государства, совершенно сняли с себя ответственность за то, как слово наше отзовется. Творчество маргинализировалось, наше святое ремесло исчезло из реестра профессий. Пескоструйщик там есть, а писателя там нет.
Все это совпало с такими опасными явлениями, как снижение интереса к чтению, книге, засорение русского языка иноязычной и ненормативной лексикой, осмеяние традиционных ценностей, внедрение в умы абстрактного пацифизма и автофобия, неприязни к своему Отечеству. О таких великий Пушкин говорил «врагоугодники». И на фоне патриотического подъема в стране с началом специальной военной операции это стало нетерпимо и нестерпимо. Как и на рубеже 20-30-х годов прошлого века, наша литература оказалась в кризисе, из которого самостоятельно выйти уже не могла. И мы благодарны за поддержку, оказанную нам государством и вами, Владимир Владимирович, лично. Недавно у нас прошел неочередной съезд писателей России, где единодушно председателем был избран Владимир Мединский. Теперь началась настоящая работа, консолидация нашего сообщества, его возрождение, без чего невозможна духовная мобилизация. А ведь потенциал у нашей литературы огромный. Достаточно почитать произведения, которые пишут представители нового фронтового поколения, закаленные в сражениях за русский мир. Только странно, что эти обжигающие книги не включают почему-то в школьную программу, отдавая по-прежнему предпочтение литературным иммигрантам. Владимир Владимирович, еще раз спасибо за высокую оценку моего полувекового труда на ниве отечественной словесности. Козьма Прутков по этому поводу говаривал: поощрение необходимо поэту, как канифоль смычку виртуоза. За вклад в сохранение и развитие народной художественной культуры Государственная премия Российской Федерации присуждена Пуртовой Тамаре Валентиновне, директору Государственного Российского дома народного творчества имени Поленова. Уважаемый Владимир Владимирович, сердечное спасибо за столь высокую награду. Благодарю также руководство и всех членов Совета по культуре за оказанное мне доверие. Ну, как многие награжденные, я, конечно же, отношу эту высокую оценку к труду нашего коллектива и к труду сотен моих коллег, сотрудников домов и центров народного творчества, работающих сегодня в каждом субъекте Российской Федерации, включая Новороссию. Нашему дому в этом году исполняется 110 лет, и мы гордимся, что Россия смогла сохранить эту систему методической помощи народному искусству, систему домов, культуры и клубов. Уважаемый Владимир Владимирович, огромное вам спасибо за поддержку этой системы в новом веке, за национальный проект «Культура», за национальный проект «Культура» и закон о нематериальном этнокультурном достоянии, за тысячи поддержанных коллективов, за гранты и субсидии, которые выделяются народному искусству. Такого нет ни в одной стране мира. И я 10 лет назад, когда вы мне вручали орден почета, я сказала, что Европа нам просто завидует. Угадала. Только эта зависть приняла сегодня, к сожалению, такие уродливые формы, что сегодня мы не только сохраняем нашу культуру и наши традиции, мы боремся за сохранение нравственности и гуманизма во всем мире. И с вашей поддержкой мы это сделаем. У нас еще много работы, потому что коллега сейчас назвал и театр, и музыку, но не назвал народные традиции. А ведь в народной культуре принадлежит в этом важнейшая роль. Именно в ней заключены те духовные ценности, которые так необходимы нам сегодня. Именно она передает свои традиции из поколения в поколение, от человека к человеку, от сердца к сердцу. Именно она дает нам возможность личностного общения, коллективного творчества. Именно она воспитывает нашу любовь к родине и укрепляет дружбу между народами нашей страны. А потому наша великая Россия всегда была, есть и будет непобедима. С праздником! За вклад в развитие отечественной музыкальной культуры и просветительскую деятельность Государственная премия Российской Федерации присуждена Шалашову Алексею Алексеевичу, генеральному директору Московской государственной академической филармонии.
Благодарю вас, уважаемый Владимир Владимирович, за высокую оценку нашей работы. Для меня большая честь принять эту награду от вас. Благодарю за поддержку членов Совета по культуре и особо Владимира Тодоровича Спивакова. Эта высокая награда, безусловно, принадлежит всему коллективу Московской филармонии, всем тем, кто посвятил жизнь искусству, кто хранит верность высоким художественным идеалам и идет в ногу со временем, создавая живой, многогранный музыкальный мир. Переношу слова бесконечной благодарности нескольким поколениям выдающихся музыкантов, которые на нашей филармонической сцене задают высочайший уровень исполнительского искусства, вдохновляют юных исполнителей и помогают воспитывать думающую, просвещенную аудиторию. Я благодарю вас, уважаемый Владимир Владимирович, за последовательную поддержку российской музыкальной культуры и творческой молодежи. И особенно за создание Российского национального молодежного симфонического оркестра. За 7 лет существования этот оркестр доказал себя не только как блистательный концертный коллектив, но и как содружество единомышленников, где молодые музыканты вырастают в подлинных профессионалов, где готовятся кадры для ведущих оркестров страны. Сегодня уже в качестве наставников они делятся опытом с юными коллегами в Симфонической академии Сириуса. Успешное становление оркестра было бы невозможно без нового концертного зала. Благодаря вам и Владимиру Ростиславовичу Мединскому на западе Москвы появилось замечательное концертное пространство «Филармония-2», ставшее центром притяжения и для музыкантов, и для нашей публики. Мы счастливы, что это место полюбили семьи с детьми, которые впитывают там новые музыкальные впечатления, учатся и развиваются. Сегодня коллектив Московской филармонии самый молодой за всю историю. Это люди, приверженные высоким идеалам, разделяющие наши ценности и нашу общую веру в искусство. А значит, филармония будет и впредь сохранять и развивать все лучшее, что есть в нашей культуре. На благо России. Спасибо. В этой же номинации Государственная премия Российской Федерации присуждена Чайковскому Александру Владимировичу, композитору, художественному руководителю Московской государственной академической филармонии. Указом президента Российской Федерации Государственная премия Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2024 года присуждена Чубарьяну Александру Агановичу, академику Российской академии наук, научному руководителю Института всеобщей истории Российской академии наук. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, друзья, прежде всего, конечно, хочу выразить благодарность вам, Владимир Владимирович, за столь высокую оценку моей деятельности, а также Советам по культуре и Совету по науке, тем все выдвинул мою кандидатуру. Я, конечно, хочу сказать добрые слова в адрес института, в котором, всеобщей истории, в котором я работаю больше, чем 65, по-моему, около 70 лет, и всем тем, кто сотрудничает с нами в этой весьма почетной гуманитарной сфере. Вы, Владимир Владимирович, как-то сказали на одном из заседаний Совета ректоров, что без гуманитарного знания нет государства. Я думаю, это очень точные ключевые слова, которые подтверждают значение гуманитарной деятельности в нашей стране. И надо сказать, особенно в последнее время очень много делается в этой сфере. Гуманитарная область включает в себя воспитание в семье, чему сейчас уделяется такое большое внимание, школе, университетскому образованию, науке, культуре, искусству и повседневной жизни. В общем-то, в центре всего этого, всей гуманитарной сферы человек. И я думаю, что в этом смысле наше государство демонстрирует полную приверженность тому, чтобы человеку и в нашей стране
жилось удобно, комфортно и счастливо. Последние полгода, Владимир Владимирович, я занимался вместе с коллегами из стран СНГ подготовкой труда к 80-летию Победы. Знаете, это была увлекательная, но очень непростая работа. И в итоге получилось, мы сделали этот труд, в котором все страны СНГ прислали свои главы, включая Туркмению, которая мало вообще участвует в мероприятиях, включая Грузию, в лице даже ее президента Академии наук. Там есть Молдавия. И я думаю, что это пример того, как мы можем объединять наши усилия в гуманитарной сфере. Фактически это первая работа в гуманитарной области с странами СНГ. Владимир Владимирович, мы сейчас уже дискутируем, чтобы продолжить работу в этой области, потому что история войны Великой Отечественной, нашей победы – это то, что нас объединяет в большой мере. Я бы сказал, два направления, которые содействовали успеху нашей работы. Во-первых, понимание вклада всех народов страны в эту великую победу, ибо консолидация народов была главным фактором победы. А второе, Владимир Владимирович, то, с чем были все согласны, что наша победа в войне – это не только борьба за наш суверенитет, за наше существование, это победа добра над злом. На этой такой, я бы сказал, общечеловеческой нотке мы, все директора институтов стран СНГ, нашли общее понимание. И я хочу сказать, что и как историк, история все расставляет по своим местам. И что бы сегодня ни говорили и писали, вклад, решающая роль нашей страны в победе навсегда останется в памяти человечества. Спасибо за внимание. Указом президента Российской Федерации Государственная премия Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2024 года присуждена Карпович Наталье Николаевне, руководителю региональной общественной организации Объединение многодетных семей города Москвы. Уважаемый Владимир Владимирович, я благодарю вас за такую высокую награду. Вы знаете, я всегда хотела быть юристом, с детства об этом мечтала и поступила в наш любимый Санкт-Петербургский университет. И когда я выбирала свою профессию, я даже не могла представить, что мои личные события моей жизни определят все направление моей деятельности. В 1998 году мой муж Сергей, ликвидатор последствий Чернобыльской аварии, ушел из жизни. И оставшись с детьми, я столкнулась с теми вызовами, которыми встречает женщина, когда она остается одна с детьми. Я начала действовать, справляться, защищать интересы своих детей, своей семьи. И нашла таких же, как я, мам, которым была нужна поддержка. И вот уже 26 лет своей жизни я занимаюсь социальной политикой, поддержкой семей, многодетных семей. Вы знаете, я сегодня возглавляю организацию, в которой более 70 тысяч только в Москве. Но есть еще платформа «Многодетная Россия». На ней более 1,5 миллиона семей. И сегодня я искренне хочу сказать, дорогие мои любимые многодетные семьи, это награда, это наша с вами награда. Это тот большой ваш труд ежедневный, который не заметен, но он колоссален. Это подвиг, ежедневный родительский подвиг. Большое вам спасибо, Владимир Владимирович, что вы вернули звание мать-героиня. И я попробую сейчас еще раз сказать о одной важной награде, которая была к матери-героине, была материнская слава. 1, 2, 3 степени. А почему я о ней сегодня заговорила? Потому что могли ее получить женщины, которые одни воспитывали детей и у которых мужья защищали Родину. Но сегодня мы знаем десятки таких семей, которые не только мамы, но и папы воспитывают. Одни, 5, 7, 9 детей. Они не могут получить мать-героиня, но не могут получить и родительскую славу, великую награду, которую вы вручаете семьям, которые вместе воспитывают детей. Я очень надеюсь, что отцовская слава и материнская слава появится у нас как моральная поддержка семьям, родителям, которые честно исполняют свой долг.
которые рожают детей и берут и дают семью и любовь тем детям, которые остаются без родителей, которым нужна семья. Вы знаете, очень часто нам говорят: ну у тебя есть дети, зачем тебе следующий ребенок? Второй, третий, там, да, особенно когда много детей, часто это слышу. Я всегда привожу пример из истории великих людей. Михаил Калашников, Дмитрий Менделеев были 17 детьми в своей семье. И именно эти люди открыли уникальную историческую благодать нашей стране, величие нашей страны. И каждый рожденный ребенок может быть героем, защитником Отечества, может принести такой неоценимый вклад, и мы не знаем, какой это будет ребенок. Я знаю только одно: мы сегодня все ищем ответ на один из важнейших вызовов — демографический. И правительство очень много делает, государство, вы, Владимир Владимирович. Я уверена, что ваша поддержка семей так и будет основным приоритетным направлением. Но я точно знаю ответ от нас с вами, что каждый из нас может сегодня решить дать ответ на этот вопрос — это дать жизнь. И поэтому сегодня, в День России, я хочу сказать нам: давайте рожать детей, давайте их любить, давайте их воспитывать и верить в них, потому что это наше будущее, это наш капитал, это наша ценность. И именно каждый, если внесет свой вклад сегодня, то Россия будет такая богатая и такая великая, потому что у нее будут люди, те, кто примут эту эстафету величия нашей страны, сохранят все и создадут новые свершения. Спасибо большое, с праздником! Указом президента Российской Федерации Государственная премия Российской Федерации за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности 2024 года присуждена Столяренко Георгию Евгеньевичу, генеральному директору Центра диагностики и хирургии заднего отдела глаза. Уважаемый господин президент, участники сегодняшнего торжества, уважаемые гости. Благотворительностью и волонтерством сейчас никого не удивишь. Десятки и сотни тысяч людей оказывают помощь бездомным людям, ухаживают за тяжелыми больными, тушат лесные пожары, очищают пляжи от нефти, творят добро. Когда с 2014 года наши соотечественники на Донбассе оказались в тяжелой гуманитарной ситуации, и с началом СВО миллионы людей стали оказывать вообще массовую поддержку. Сборы теплой одежды, аптечек, закупки автотранспорта, коптеров, всего не перечесть. И это была такая вот низовая народная благотворительность, которая зашита в генетическом коде нашего народа. Есть еще и другая благотворительность, назовем ее высокотехнологичной. Здесь просто желание помогать мало. Нужно еще и мочь помогать эффективно. В хирургии и, в частности, в офтальмотравматологии нельзя просто прооперировать пациента, отпустить его и забыть даже при замечательном непосредственном результате. Особенности глазной травмы таковы, что эти последствия могут появиться у человека недели, месяцы и даже годы спустя. То есть этот человек должен быть под постоянным контролем. То есть, в общем-то, они наши пациенты пожизненно. И перефразируя Антуана де Сент-Экзюпери, можно сказать, что мы ответственны за тех, кого лечили. По крайней мере, в нашей клинике это так. Это большая ответственность, потому что эти люди должны понимать, что в любой момент они найдут у нас все необходимое для поддержания здоровья своего зрения. Когда в 2000 году мы
приняли решение, что будем оказывать бесплатную хирургическую помощь жертвам террористических актов, ну, в частности, взрывы на Пушкинской площади в Москве, Беслан, взрывы в московском метро. Это все-таки были единичные случаи. Но когда с 2014 года наши соотечественники на Донбассе столкнулись с системным террором, направляемым на государственном уровне, стало понятно, что и наш ответ должен быть системным. Для начала мы убедились, что мы стоим твердо на своих ногах и технологически, и финансово создали определенные запасы расходных материалов. Мы установили прекрасные рабочие отношения с нашими коллегами из глазного центра Донецкого, из глазного отделения Донецкого травматологического центра. Мы дооснастили их необходимыми инструментами. Их доктора и медсестры стажировались у нас. Мы синхронизировали наши подходы к лечению проникающих ранений глазного яблока. Мы создали такое единое пространство, где была преемственность предоперационной подготовки наших пациентов в Донецке, непосредственно нашей хирургии, и отправки их снова в те же добрые руки донецких докторов для реабилитации и контроля. И только тогда мы смогли начать вот такую уже поставить на поток оказание хирургической помощи пострадавшим детям, бойцам, гражданам Донбасса. Чем мы продолжаем заниматься? Я 46 лет служу врачом, служу Отечеству, народу России и вообще людям. Апостол Павел писал, что нет для него ни эллина, ни иудея, потому как все они одно во Христе. И для врача все люди его пациенты. Поэтому всем здоровья и счастья. Спасибо. Уважаемые коллеги, в заключение позволю себе оттолкнуться от того, что было только что сказано некоторыми из выступавших и награжденных. Например, было упоминание о раскопках в Новгороде. Я там бывал и в Новгороде, и в Приладожье. И объекты материальной культуры точно и достоверно говорят нам о том, что Россия изначально с первых своих шагов складывалась как многонациональное государство. И вот те этносы, которые проживали на северо-западе России, они жили, и об этом тоже говорят предметы материальной культуры, жили в гармонии и согласии между собой. Вместе решали возникающие проблемы и стоящие перед ними задачи. И наша страна, наш огромный государственный корабль, его паруса наполнялись вот тем вдохновением, о котором здесь тоже было сказано. И он двигался вперед, укрепляя свою государственность, свои ценности, которые стали традиционными на протяжении более чем 1000 лет. Укрепляли науку, образование, обороноспособность, создали ядерный щит. И все это говорит о том, что весь наш народ, многонациональный народ России, он всегда был вдохновлен общими интересами страны. А наши сегодняшние герои труда, лауреаты, они как раз
те люди, которые, или такие люди, которые всегда шли впереди и увлекали за собой тысячи и миллионы людей. Я хочу выразить еще раз слова благодарности вам за вашу работу, за ваш подвижнический труд и пожелать вам новых достижений, успехов. С праздником! С Днем России!